Десерты из клубники – это даже звучит вкусно. Сейчас покажу несколько простых рецептов на каждый день. Возьмем 100 грамм клубники, избавимся от хвостиков и нарежем ее мелкими кубиками. Клубнику выбирайте ароматную и более сладкую, так как подсластитель добавлять не будем. Возьмите 120 грамм густого греческого йогурта и добавьте к нему нарезанную кубиками клубнику. Перемешаем их вместе. Масса должна получиться довольно густой. Теперь ложкой выложим небольшое количество на лист пергамента. Снизу положите деревянную палочку. Ставим в морозилку на полчаса. Нам понадобится шоколад, молочный или черный, выбирайте любой на свой вкус. Добавляю к нему 1 чайную ложку кокосового масла и растапливаю в микроволновке. Наш десерт хорошо заморозился, самое время покрыть его шоколадной глазурью. Окунайте прямо в него, и он будет застывать буквально моментально. Две штуки я украсила молочным шоколадом, а еще 2 черным шоколадом. Также посыпаю сверху сублимированной малиной, пока шоколад еще не успел застыть. Ставлю в холодильник еще буквально на минуту, чтобы точно шоколад стал твердым. Это очень вкусная летняя закуска. Храните ее лучше в морозилке, если, конечно, вы не съедите все сразу. Это намного вкуснее, чем мороженое из клубники из магазина. Для следующего рецепта возьмите греческий йогурт 200 грамм и 90 грамм творога пастообразного. Хорошенько перемешаем вместе и добавим сюда 1 мерную ложку ванильного протеина. Хорошо перемешаем вместе. Масса получается густой. Возьмем 50 грамм обычного печенья и измельчим его в крошку в блендере. Возьмите любую прямоугольную емкость и на ее дно выложите крошку из печенья. Выровняем слой с помощью стакана, но можно сильно не прижимать, так как она все равно не будет держать форму. Сверху выкладываем наш творожный слой. Далее возьмем 100 грамм клубники и измельчаем ее в пюре с помощью блендера. Заливаем наш десерт сверху клубничным пюре. Кстати, можно использовать и замороженную клубнику. Слегка украшу сверху ягодами, и этот десерт сразу готов к употреблению. Это самый быстрый и простой вариант приготовить вкусный десерт, похожий на клубничный чизкейк. А еще он содержит в себе большое количество белка, поэтому это отличный и сытный вариант для летнего перекуса. А если вы хотите узнать еще больше рецептов для здорового питания, не забудьте подписаться на мой канал. Ну а мы переходим к следующему рецепту. Это будет ленивая овсянка со вкусом клубничного чизкейка. Возьмем овсяные хлопья, 50 грамм, добавляем 1 столовую ложку семян чиа и заливаем это все 100 мл молока. Добавляем 120 грамм греческого йогурта и 20 грамм ванильного протеина. Хорошенько перемешиваем. Накрываем крышкой и ставим в холодильник на ночь. Далее возьму 100 грамм клубники, я взяла замороженную, слегка разморозила ее и измельчила с помощью блендера. Масса получилась вот такая густая, а овсянка тоже за ночь стала намного гуще и плотнее.
Она уже готова, ее не нужно будет варить. Теперь в другой стаканчик я слоями выкладываю овсянку и клубничный слой. Мне кажется, что это один из самых вкусных идей для завтрака. Он готовится очень быстро, поэтому утром вы сможете сэкономить время и поспать подольше. А если вы хотите похудеть, питаясь вкусно и не тратить свое время на подсчет калорий, вы всегда можете приобрести готовые рационы для похудения на моем сайте olypins.com. Это мои авторские меню с пошаговыми инструкциями к приготовлению и списками продуктов на неделю. Переходите по ссылке в описании и выбирайте то меню, которое подойдет именно вам. Для следующего рецепта я разрезала половинками примерно 150 грамм клубники. Клубнику взяла небольшого размера. Далее беру стеклянную форму и выкладываю в нее клубнику так, чтобы срезом она соприкасалась с краем формы. И также немного выкладываю на дно. 10 грамм желатина заливаю 100 мл молока. Оставляю на несколько минут, чтобы он набух. После чего ставлю его в микроволновку на 30 секунд. Возьму 200 грамм творога, добавляю уже растопленный желатин с молоком и в качестве подсластителя в этот раз добавляю мед, 1 столовую ложку. Перебиваю вместе блендером, чтобы масса получилась максимально однородной. Добавляем массу в контейнер с клубникой и заполняем ею все пустоты. Можно помочь себе лопаткой. Ставим в холодильник на несколько часов до полного застывания, а затем достаем из формы и наслаждаемся этим вкусным, высокобелковым и полезным десертом. Этот десерт имеет очень нежный вкус и понравится даже тем, кто обычно не любит творог. Ну а для следующего рецепта возьмем еще больше клубники. Нам понадобится 200 грамм. Промываем ее водой, отрезаем хвостики и можно для удобства нарезать на несколько частей. Далее нам нужно сделать из нее пюре, но я не использую блендер, так как хочу, чтобы все-таки небольшие кусочки клубники попадались. Добавляем сюда 2 столовые ложки семян чиа и 150 грамм греческого йогурта. Хорошенько перемешиваем вместе, можете попробовать массу и, если нужно, добавить подсластитель на свой вкус. Я добавила 1 столовую ложку меда. Распределяем массу по 2 порционным стаканчикам. Также я взяла немного клубники для украшения сверху. Просто нарезала ее кубиками. Ставлю в холодильник на ночь либо на 6 часов и на этом готово. Ну а если вам понравилось это видео, буду ждать ваши лайки и комментарии внизу под этим видео. С вами была Оля, увидимся в следующих роликах.